Всем привет! Государственные чиновники все чаще говорят о необходимости новых волн приватизации. Простой же трудовой народ, услышав это слово, вздрагивает. Народная память помнит 1990-е, когда путем приватизации страна была ограблена и отброшена в развитии на 100 лет назад. Сегодня те же самые люди, которые занимались приватизацией в 90-е, уверяют нас, что повторение тех же самых практик даст иной результат. Именно так выглядит безумие. Ведь безумие – это точное повторение одного и того же действия в надежде на другой результат. Рынок поглощает Россию все больше. Сегодня становится ясно, нет ни одной социальной и экономической сферы, куда бы он ни протиснул свои щупальца. Резкий удар буржуазии в 90-х лишь зафиксировал рынок в обществе как главенствующий путь, и после этого монстр рынка постепенно разрастался. Сегодня он доминирует не только в производстве и распределении, но также и в армейских структурах. На очереди образование и медицина. Стоит подождать десяток лет, как бесплатно выучиться или вылечиться будет невозможно. По крайней мере, тенденции к этому уже просматриваются. Учитывая необходимость развития внутренней индустрии, единственный здравый шаг в этом направлении – национализация крупной промышленности, в частности Газпрома, как крупнейшего предприятия страны. Получая миллиардные прибыли, значительная их часть оседает в карманах частных предпринимателей и представителей враждебных к России государств. Создание внутреннего высокотехнологичного производства неминуемо связано с политикой экономического протекционизма. На нее нужны средства, так как попервой произведенные товары будут худшего качества и более высокой цены, нежели иностранные аналоги. Только государство может взять на себя эти риски, но для этого оно должно обладать ресурсами. Политика, которую предпринимают современное правительство РФ, заключается в повсеместном ограблении государства. Государственное имущество планируется раздавать частникам, которые думают исключительно о личном обогащении. Таким образом, государство еще больше подчиняется крупной буржуазии, нежели сегодня. Ну а если вы планируете купить новый автомобиль, то самый выгодный способ – это зайти на autospot.ru, ведь тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Возьмем для примера китайские автомобили. Тут встречаются скидки от 50 до 100 тысяч рублей на покупку за наличные. Если в вашем городе таких скидок нет, посмотрите, к примеру, Питер. Там прям предложения очень хороши. И так по каждой марке и модели. Остается лишь выбрать машину и оставить заявку для бронирования. Заходите на Автоспот, ссылка в описании. Только национализация крупных предприятий может усилить государство, сделать его доминирующим фактором экономики. Как ни странно, но это жизненная потребность самого государства. Частники не привязаны к России территориально. Их интересы связаны лишь со своими счетами и виллами, которые находятся за пределами России. Им не важно, какое государство расположено на территории России. А вот чиновникам, которые могут управлять предприятиями внутри России, не все равно. Они подотчетны правительству, да и обществу повлиять на них проще, чем на частного предпринимателя. Только национализировав крупную промышленность, можно заставить ее работать на благо общества, пусть и мотивируя руководство корыстными эгоистическими интересами. Именно поэтому с национализацией Газпрома может начаться возрождение России. Но правительство этого шага не хочет делать. Они хотят видеть Россию в хаосе рынка. И это действительно серьезная проблема современной России. А как считаете вы, нужна ли национализация природных ресурсов, земли и всех стратегических отраслей? Пишите в комментариях.